Всем привет! Меня зовут Настасья, и я обожаю все организовывать. Серьезно, я уверена, что при хорошей организации можно быть более продуктивной, а значит, иметь больше времени на более креативные процессы. И если в физическом пространстве я могу себя считать неким организационным гуру, то все, что касается диджитал, тут, мне кажется, я решила, что именно тут у меня будет царить полный творческий беспорядок, чтобы когда подходил какой-то дедлайн проекта, я могла случайно найти какую-то интересную картинку или заметку, и таким образом, возможно, ко мне придет какая-то неожиданно гениальная идея. Но, а если серьезно, мне кажется, что я не чувствую физической необходимости организовывать мое информационное пространство просто потому, что я не могу его потрогать. Вот такой рабочий стол, честно говоря, не доставляет мне особого неудобства, как если бы точно такое же было бы на моем физическом столе, и я просто не смогла бы за ним работать. Но проблема в отсутствии системы — это то, что место заканчивается. Я уже давно нахожусь на лимите в моем Gmail аккаунте. Недавно я немного почистила свой ноутбук, чтобы закончить проект, и мои 256 гигабайтов на телефоне уже почти заполнены. И, честно говоря, я давно нахожусь в таком состоянии, но с момента, как я начала работать с видеофайлами, все начало еще больше усугубляться. А это значит, что пора или покупать еще один жесткий диск, место на Gmail и, скорее всего, еще один телефон, или же все-таки разобраться с этим всем, организовать и привить себе это как привычку. Итак, первое. Я хочу разобраться со своей почтой и всеми этими 630 непрочитанными письмами. Второе. Разобрать файлы на компьютере и, наконец, сделать бэкап. Серьезно, я думаю, что последний раз я делала бэкап года так 1,5. И третье, и это будет самое сложное, наконец, разобрать все мои фото и видео на телефоне. А это, на минуточку, 18 352 штуки фотографий и 1007 видео. Удачи мне! Я не уверена, что все это уместится в одно видео, but I will do my best. Начнем с почты. Я почти достигла лимита в 15 гигабайт, хотя я помню, что в прошлом месяце я уже пыталась почистить почту. Несмотря на то, что я давно взяла себе за привычку отписываться каждый раз от рассылки, когда мне что-то приходит, мне все равно приходит еще много всякой фигни. Поэтому я решила воспользоваться таким ресурсом, как, например, Unroll.me, и посмотреть, что происходит с моими рассылками. Итак, 63, не так уж и плохо, но не уверена, что мне все это нужно. Скорее всего, нужно просмотреть каждую индивидуально. Еще я очень часто получаю какие-то такие рассылки, от которых невозможно отписаться. И в таких случаях я обычно писала письмо-ответ, чтобы меня удалили из такой рассылки. И тут я только могу надеяться, что действительно удалили. Ну что, посмотрим более детально. Так, дальше в папку спам я, в принципе, захожу довольно часто, но все же, что тут? Можно все удалить. Класс. И теперь самая большая работа — это пересмотреть все письма. «18 мая. Ваш Gmail аккаунт практически закончился». Сейчас я буду вводить какие-то названия компаний, от которых я получала рассылки, посмотрю, осталось ли что-то. Я тут себе выписывала параллельно. Итак, поехали. Ну, собственно, обычно вот так я и чищу почту, и на этом все и заканчивается. Но в этот раз я хочу пройти как-то глубже
и иметь, я не знаю, в идеале 10 гигабайт. И я нашла способ, как искать большие письма. Нужно просто в строке написать вот что-то такое. И число здесь можно менять в зависимости. То есть это 20, искать большие файлы, которые больше, чем 20 мегабайт. Ну, можно поставить даже 10, я думаю. Вот у меня 105 писем на 20 и 10, 179. Так, это заняло какое-то время. Я даже не знаю, сколько часов. Итого у меня 756 письма в корзине. Они довольно большие. Сейчас посмотрим, сколько места теперь у меня есть. 10 гигабайт, 740 мегабайт. Это просто круто. Честно говоря, я сейчас прям в настроении, и мне хочется пойти еще глубже. Я думаю, это займет еще несколько часов, но пока мне хочется это все почистить, лучше почистить. Покажу вам уже результат. Я еще удалила 1276 писем. Итого 10 гигабайт и 390 мегабайт. Я просто безмерно счастлива. Я не помню, когда моя почта выглядела так. Это просто прекрасно. Я уверена, что если покопаться, можно там еще удалить, наверное, гигабайт. Но у меня что-то уже нет сил, и мне еще предстоит почистить компьютер, поэтому, наверное, пока все. У меня уже есть несколько тегов, вот как здесь пароли и какие-то notes. Я подумала, что мне нужно завести еще для всяких инвойсов, потому что у меня много инвойсов, и я до конца не понимаю, как их хранить. Я, в принципе, сохраняю на компьютере очень много, но мне также нравится иметь доступ к ним в моей электронной почте, поэтому лучше я как-то сделаю какой-то маркер. И самое главное теперь сохранить это как привычку, чтобы каждую неделю входящих у меня был 0. Я буду стараться это делать в пятницу. Но эти 10 гигабайт — это просто счастье какое-то, боже мой. У меня теперь есть 5 гигабайт свободных. Фух, это была огромная работа. Итак, компьютер. Да, это мой рабочий стол. И я не знаю, мне не то что стыдно, это просто ужасно. Итак, идея очень проста. Мне нужно рассортировать это все по папкам, много чего удалить. В принципе, файлы в компьютере у меня достаточно неплохо рассортированы, но можно, конечно, лучше. И еще у меня есть очень пугающая папка, которая называется Downloads. Здесь точно такой же просто ужас. В общем, очень много чего из этого нужно удалить или же рассортировать. Поехали! Первым заданием я справилась на рабочем столе. Все очень красиво. Поставлю даже эти все иконочки. Кстати, не знаю, что это такое. Ну, ладно. Теперь папка Downloads. Моя страшная папка пуста, и рабочий стол выглядит прекрасно. Теперь осталось рассортировать как-то получше папочки. Я не знаю, сколько времени прошло, 5-6 часов, я уже не понимаю. Я много чего скопировала на жесткий диск, освободила еще больше места. Теперь у меня все, что связано с видео, хранится тут. Оставила немножко фотографий. В целом, я думаю пока остановиться и сделать бэкап.
Класс! Я просто мега счастлива. Я сделала наконец этот бэкап. Осталось теперь делать это регулярно. И теперь осталось разобраться с вот этим вот телефоном. Это будет действительно сложно, но я должна это сделать. Ну что, теперь телефон. Я прямо честно боюсь, потому что я пыталась сделать это столько раз. На самом деле я просто хочу иметь бэкап этого телефона. Я не помню, когда я его делала в прошлый раз. 2-3 года тому назад. Просто невозможно. Итак, 128 гигабайт, и из них заполнено 127. Это просто жесть. Как это все сделать? 90 гигабайт фотографий. И, кстати, я даже не могу установить новую версию iOS. В общем, мне нужно разобраться. Так, для начала хочу посмотреть все приложения, чем я не пользуюсь, потому что, как всегда, есть что-то. Так, ну что, поехали. Очень классно, что в айфоне можно категоризировать. Например, я делаю очень много скриншотов, 750, 1000 видео. Тут, скорее всего, множество видео, которые мне совершенно не нужны. Или которые можно отправить на ноутбук. Итак, наверное, я начну пересылать мои какие-то видео, которые мне нужны для моих видео для канала. Это займет какое-то время. Почему я делаю так? Почему я выборочно выделяю фотографии и видео и пересылаю на ноутбук? Потому что мой ноутбук перестал видеть мой телефон, то есть он заполнен настолько, что ноутбук даже не может его увидеть. Поэтому мне нужно его вот как-то так почистить. Это единственный способ, который я нашла, который пока работает. И поэтому я начала с видео, потому что они занимают больше всего места. Сейчас я буду пересматривать, наверное, каждую из этой 1000 видео. Увидимся, я думаю, завтра. Второй день моего безумного приключения. Вчера я еще очень много чего удалила с этого телефона. И того смогла освободить еще 7 гигабайт и обновить свою iOS. Я не помню, когда я ее обновляла, просто я мега рада. Сегодня я продолжила пересылать видео через AirDrop на свой компьютер. И того я сократила где-то вдвое количество моих видео на этом телефоне. И из хороших новостей мой компьютер начал видеть мой телефон. Я просто еще более счастлива. И хочу вместе с вами сейчас посмотреть, чего я добилась, так как у меня в корзине еще вот эти все видео. Так, давайте посмотрим. Так, на данный момент у меня 121 гигабайт. Идем в фотографии. Удалить, очистить. Итак, у меня теперь 114 гигабайт. Честно говоря, я ожидала, что будет немножко лучше. Хочу вам показать, как я начала называть файлы, и мне кажется, что это очень удобно. Итак, сначала идет год, затем месяц и число, плюс само название. Это все для того, чтобы я смогла находить все мои файлы как по тегам. Например, все фото за 2019 год или все видео о Берлине. Так, мне кажется, будет намного удобнее. Наверное, на этом я буду останавливать это видео, потому что я до сих пор не могу сделать бэкап. И, скорее всего, у меня это все займет еще несколько дней. И не хочется, чтобы это видео получилось слишком долгим. Поэтому, наверное, на сегодня это все. Кстати, я все-таки решила купить еще один жесткий диск, чтобы один жесткий диск был бэкап со всеми бэкапами, второй для проектов и третий для моих фото и видео. Мне кажется, что так будет довольно удобно. И спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что кого-то я все-таки вдохновила, чтобы организовать все свои файлы, и почту, и телефон.
И, пожалуйста, не забывайте делать бэкапы, не будьте как я. И всех целую, обнимаю. Пока!